Сегодня первый день работы на академичке. Я провожу здесь мастер-класс. Это совершенно волшебное место. Кто здесь не был, милости просим, приезжайте. Здесь всем рады. Не обязательно нужно быть академиком. В любое время хорошо. Озеро, сейчас снега. Сегодня, естественно, по нашему заказу целый день был солнечный. Минус примерно 12 градусов. Не ощущалось. На солнышке было тепло. Хорошо работать. Главное, что на холодном снегу появились теплые тени, и для нас это был, конечно, праздник. Валерия даже работала акварелью. В мороз акварель. Первый раз такое вижу. Но получается-то, сами посмотрите, здорово. Ну как, акварель не мерзнет? Удается? Ты не ожидаешь того, что... Интересно, смотри. Мы целый день работали у домика Репина. Завтра пойдем к баньке. Кстати, там прекрасный вид на озеро. Поработаем, а с 4 часов женский банный день. Зимой попариться – большая радость для тела, для организмов. Валенки, супер. Лучшая одежда художника. Да. Да. Можешь показать, что получилось? Я еще дорисовываю. Ну, просто на этом этапе. Иван Федотов написал: «Ветер подул, и вы вместе с зонтиком улетите». Да нет, Иван, как-то не улетаю, потому что все учтено могучим ураганом.
Просто есть у художника очень важная деталь в его скарбе, помимо кисточек, холстов, красок. Это пакетик или сумочка, авоська, в которую всегда найдется, что положить. Утяжелиться надо. Камни, просто можно бутылку с водой, в конце концов, 5-литровую. И вешаешь ее на треногу, и никуда не улетишь. Тренога в этом смысле мне интереснее, чем этюдник громоздкий. Тяжело его таскать, да еще с красками. А краски я могу в рюкзак за спиной, а треногу там же, кстати. И налегке иду с кассетничком легким. Достаточно утяжелиться, когда ветер, и все в порядке, никаких проблем нет. Александр Александров. Еще дальние тени светлее, чем те, которые перед носом. Бато говорил. Ну да, говорил и не только он. Естественно, в пространстве все тает, и тени, которые вблизи, в основном темнее, чем те, которые растворяет пространство. В основном, но не всегда. Нужно доверять глазу. Он безошибочно видит, что темнее, что светлее. Разбираться в этой сложнейшей высшей математике, решать эти задачи, что темнее, что светлее, какого цвета, где холод, где тепло, большая радость для художника. Мы этим только и занимаемся. И самая большая задача – жертвовать деталями, планами во имя того, что ты вытаскиваешь вперед центр композиции, ты жертвуешь, обобщаешь дальний план, какие бы там красоты ни были. Тогда центр вытягивается, ты его выводишь вперед за счет простоты решения второго плана. Ида Митчелл. Вячеслав, подскажите, пожалуйста, что я сделала не так. Писала маслом на холсте, видимо, не самого лучшего качества. Для разбавления красок использовала разбавитель с составом льняное масло, white spirit, секатив. После имприматуры был достаточно пастозный слой. В общем, на обратной стороне холста все просочилось. Либо грунт был ужасный, либо его надо было дополнительно прогрунтовать после покупки. Грунт Брауберг, хлопок, 3 слоя акрилового грунта с уважением, Наталья. Причин, наверное, много может быть. Подскажите, друзья, кто с этим сталкивался. Конечно, бывает, просачивается на обратную сторону, если плохо прогрунтовано. Но я вообще не работаю с никакими тройниками, тем более секативы не использую, потому что это вообще-то опасно. Опасно тем, что просто краски по-разному сохнут с разной скоростью, и может быть растрескивание, кракелюры. Льняное масло мне тоже принципиально не нравится, его и так достаточно в красках. Они же на льняном масле сделаны. Тот же Фешин Николай, но это техника такая, выдавливал краски на картон или на газету, на бумагу, чтобы лишнее масло вытекло, впиталось этим картоном. Чтобы кисточки мыть, я использую просто white spirit чистый, пенен называется, или там разбавитель без запаха, без всяких примесей. Писать одно наслаждение. Пишу на тянущем грунте, водоэмульсионкой, что называется, прокрытый холст после проклейки. Либо я беру фабричный и просто его покрываю еще раз водоэмульсионной краской. Просочилось. Просочилось и просочилось. Крепче свяжется. Не страшно. Давайте думать больше о живописи, о том, что написано, как написано.